Луна – полуранжевой герой, дальность атаки 330. Основной атрибут Луны – ловкость. Скорость передвижения 330. Луна занимает почетное второе место среди всех героев Доты по этому показателю. Начальный урон очень маленький, всего 47. Базовые характеристики: 16 интеллекта, 18 ловкости и 15 силы, а также 3 брони. У Луны достаточно низкие характеристики на первом уровне. Луна получает 2,2 силы, 1,85 интеллекта и 2,8 ловкости за каждый уровень. Из-за маленького прироста силы Луна практически всю игру является очень хрупким персонажем и нуждается в предметах, повышающих здоровье. Первый скилл Люцен Бим. Луна направляет во врага луч лунной энергии, нанося урон и ненадолго оглушая его. Длительность оглушения 0,6 секунды. Кулдаун 6 секунд на всех уровнях. Урон от заклинания магический. Второй скилл — это пассивная способность Moonglaive. Атаки Луны начинают отскакивать от целей, поражая еще несколько противников рядом. Количество отскоков растет с уровнем прокачки скилла. Урон снижается с каждым отскоком. Третий скилл — еще одна пассивная способность под названием Lunar Blessing. Вокруг Луны появляется аура, которая дает дополнительный урон всем союзным героям в радиусе 900. Также повышает обзор Луны ночью на 1000. Ультимейт Луны — Эклипс. Случайным образом бьет ближайшие к Луне цели первым скиллом соответствующего уровня прокачки. Количество лучей и длительность растут с уровнем. Дополнительной особенностью ульта является то, что он превращает день в ночь на 10 секунд. Также не забывайте, что если вы не прокачаете первый скилл, то урона ультимейт Луны вообще наносить не будет. Еще одна особенность ультимейта — это то, что он не может ударить более 5 раз по одной цели. Ульт Луны наиболее эффективен, если рядом с вами один или два вражеских героя. Чем больше вокруг Луны разнообразных целей, тем менее эффективен ее ультимейт, так как урон очень сильно делится между всеми целями вокруг. Действие ультимейта прекратится, если Луна умрет. Ультимейт можно усилить аганимом. Аганимный ульт Луны увеличивает количество лучей и убирает ограничения по количеству лучей в одну цель. То есть ультимейт Луны с аганимом на 16 уровне может нанести 5400 магического урона в одну цель. Также появляется возможность запускать ультимейт по области на расстоянии 2500 от Луны или прикреплять его к союзному герою. Может быть крайне эффективно при атаке противника на Рошане. Луна — это чистейший кэрри-герой. На всех остальных ролях она смотрится крайне посредственно. Луна очень слаба на начальном этапе, поэтому она не может быть хардлейнером. Для мидера у нее слишком маленький радиус атаки, да и урон тоже крайне мал. Саппортом Луна не может быть по тем же причинам, но основной причиной, почему Луна не может быть никем, кроме кэрри, заключается в том, что реальная польза от Луны есть только тогда, когда у нее очень много предметов. Нигде, кроме как на роли кэрри, Луна все эти предметы нафармить себе не сможет. Давайте для начала разберемся, в каких случаях лучше всего взять Луну, а в каких стоит подумать о каком-нибудь другом кэрри. Луна достаточно ситуативный герой и пикают ее в нескольких случаях. Первое. Если наша команда собирается пушить. Луна — один из лучших кэрри персонажей для пуша за счет своих аур и крайне мощного ультимейта на старте. Второе. Если у нашего противника много не очень мобильных милишников в пике. Например, Свен, Лайфстиллер, Алхимик, Элдер Тайтан, Никс, Undying, Тайт и другие. Очень важным аспектом в пике Луны является выбор саппортов в вашей команде. Не спешите пикать Луну, пока не удостоверитесь, что на вашей стороне будут играть сильные саппорты. Луна очень слабый герой на старте, и если ее плохо защищают, то толку от нее в игре будет мало. Также очень хорошо, если среди ваших саппортов будет хотя бы один, который способен спасать Луну из опасных ситуаций. Например, Венга, Shadow Demon, Тускар, Дазл или Абадон. Луна очень контактный кэрри из-за своего маленького радиуса атаки, поэтому она часто находится в опасности. Также не стоит пикать Луну, если у противника много героев с большим радиусом атаки. Особенно опасно, если у врага именно такой кэрри, как, пример, Снайпер, Лина, Вайпер или Виндрейнджер. Также для Луны опасны мобильные герои с блинками, такие как Void, Пак, Шторм, Коп, Мирана, Антимаг или Эмбер Спирит. Еще одна причина отказаться от Луны — это увидеть у противника множество иллюзионистов или саммонеров.
Наш ультимейт постоянно будет уходить в саммоны или иллюзии. То же касается отскоков от глейвов. Самым неприятным героем против Луны является Чен. Если видите Чена у врага, то лучше сразу откажитесь от пика Луны. Луна точно не герой для первых пиков. Внимательно изучите, что берут ваши враги и союзники, и уже потом принимайте решение. Если видно, что Луна не вписывается, лучше и не пытайтесь ей сыграть. Скорее всего, ничего путного не выйдет. Просто обратите внимание на других кэрри-персонажей. Как правило, прокачка скиллов Луны выглядит следующим образом. На первом уровне берут ауру, так как без нее фармить на Луне очень тяжело, да и дает она очень много. Дальше прокачка идет с упором в бим. Глэвы берут всегда по ситуации. Если Луна собирается надолго задержаться на линии, то до 10 уровня их не качают. Если Луна отправляется в лес, то их начинают качать именно в этот момент. Пришло время приодеться. Начальный закуп. Танго, хилка, Ring of Protection и пара веточек. Если чувствуете, что на линии могут быть проблемы, например, у вас слабые саппорты или есть какой-то лесник, то можно взять еще один стак танго. На линии фармим ботинок и как можно скорее пытаемся сделать из него Power Threads. Луна ужасно дохлая, поэтому Power Threads, переключенные на силу, дадут вам необходимые хитпоинты, а также повысят мобильность. Далее я рекомендую купить стик и собрать аквилу из кольца. Немного брони и маны регена нам очень не помешают на старте. Некоторые игроки на всех кэрри стараются купить Мидас, но Луна не из тех героев, которым он необходим. Луна отлично может фармить лес с доминатором, который окупает себя намного быстрее, чем Мидас, плюс дает немного живучести в виде брони. К тому же из доминатора со временем мы будем делать сатаник. После покупки доминатора я рекомендую взять Яшу. Этот предмет заметно повысит скорость нашего фарма по всей карте. Пришло время для БКБ. Фактически не бывает ситуации, где Луне не нужно покупать БКБ, так как Луна — это один из самых контактных и немобильных кэрри в игре. Она постоянно дерется в самом пекле сражения. Естественно, в Луну попадают все возможные станы, сайленсы, замедления и просто урон в виде нюков, так что БКБ для Луны не обсуждается. Другой вопрос в том, что БКБ нужно покупать не сразу, а после всех предметов, благодаря которым мы можем быстро фармить, то есть Power Treads, Доминатор и Яша. Далее прикидываем по ситуации, что нам нужно больше в текущий момент. Если игра начинает сводиться к дракам, то следующим артефактом должна быть бабочка, после нее сатаник, потом манта. Это максимально оптимальный закуп на битву. Последним предметом будет либо Деидалус, либо МКБ. МКБ берем, если у противника слишком много героев с уворотами. Если мы все еще можем спокойно фармить и сплитпушить, то начинаем с манты, потом делаем бабочку, потом собираем сатаник, и потом все так же покупаем Деидалус или МКБ. Так или иначе, это лучшие артефакты для Луны. Кстати говоря, не забывайте, что вам всегда нужно носить с собой свиток телепортации. Так что, когда слоты начинают заканчиваться, мы жертвуем сначала стиком, потом аквилой. В определенный момент нам обязательно нужно заменить Power Treads на Boots of Travel. Но это происходит уже тогда, когда все слоты под предметы заняты чем-то действительно дорогим и полезным. При игре за Луну стоит понимать одну важную вещь. Луна — это один из самых слабых героев на старте, поэтому за нее нельзя лезть на рожон, пока не будут куплены необходимые артефакты. Вообще, действия Луны по игре очень сильно привязаны к ее артефактам и уровню фарма, поэтому первое время мы стоим на линии и стараемся максимально хорошо добивать крипов. Как только на линии мы купили доминатор, лучшим, что мы можем сделать, является взять любого крипа из леса или с линии и начать при его помощи стакать себе эншентов. Делается это достаточно просто. На 52-53 секунде крип подходит к эншентам и начинает убегать в любом от них направлении. Как только на эншентах скапливается 3-4 стака, Луна приходит и фармит их, после чего повторяет процедуру. Сама же Луна после покупки доминатора отправляется в лес и начинает фармить его. Фармить линию малоэффективно, так как из-за большого урона и глейвов линия все время пушится вперед, а значит мы можем начинать уходить все дальше на территорию противника, где Луне быть очень опасно. К тому же очень полезно будет освободить линию для одного из своих саппортов. Саппорты не могут фармить лес, зато могут отлично поднять свой уровень на линии.
Стараемся вообще не драться до покупки БКБ. Наша команда тоже должна это понимать и должна по максимуму стараться избегать крупных стычек. Если Луна отлично фармит и не умирает первые минут 15, то далее остановить ее будет крайне тяжело. Однако, если вы пойдете и умрете пару раз до покупки БКБ, то вполне вероятно, что игра будет проиграна. Даже после покупки БКБ стараемся входить в драку с некоторым запозданием. То есть нельзя допустить, чтобы драка началась с нападения на Луну. Если Луна потеряет значительное количество хитпоинтов до того, как сможет нажать БКБ, то вполне вероятно, что и после включения БКБ она умрет. Очень хорошо, если в вашей команде есть герой типа Венги. В таком случае можно вести себя немного активнее. Если что, Венга спасет из неприятной ситуации. Игра за Луну немного отличается, если мы пушим с ней. В таком случае волей-неволей Луне приходится драться на начальной стадии, так как она пушит вместе с командой. Но и здесь стараемся не лезть сильно вперед. Занимаем позиции на заднем фронте. Стараемся грамотно использовать ультимейт, а в случае чего убегаем. Даже если пуш не выйдет, Луна все еще может начать более активно фармить и перевести игру в лейт, где она все так же крайне сильна. Луна становится невероятно мощной после покупки бабочки, сатаника и манты. В этот момент справиться с ней могут очень немногие герои. С этими артефактами мы можем вести себя уже более вальяжно. Даже если на нас неожиданно нападут, то после активации БКБ и сатаника мы становимся фактически неуязвимыми на какое-то время. Плюс восстанавливаем большую часть потерянного здоровья благодаря сатанику. Благодаря глейвам и манте Луна является одним из самых серьезных пушеров базы. Врагу очень тяжело подходить к ней, так как глейвы прыгают по ним, отнимают хп и сбивают блинки. Лучшие союзники для Луны — это герои, которые могут спасать ее из различных ситуаций, а также герои с массовыми станами, такие как Венга, Shadow Demon, Dazzle, Shaker, Magnus и Tidehunter. У Луны много врагов, поэтому разделю их на 3 лагеря. Первый — это герои, которые способны менять положение Луны в драке или надолго фиксировать ее в стане даже в БКБ. Например, Бэтрайдер, Венга, Бестмастер, Void. Второй лагерь — это вражеские кэри с большим рейнджом атаки или мобильные кэри, такие как Снайпер, Лина, Антимаг, Фантом Лансер, Void, Виндрейнджер. Третий набор персонажей — это саммонеры и иллюзионисты, главные из которых это Чен, Фурион, Фантом Лансер и Нага. Против этих героев Луна может быть эффективна только в стратегиях на пуш. Лучше всего Луна показывает себя против неповоротливых милишников, например, Алхимик, Акс, Элдер Тайтан, Никс. Несколько готовых пиков с Луной: Луна, Венга, Рубик, Коп, Бестмастер. Луна, Shadow Demon, Чен, Пак, Тайд. Луна, Dazzle, Undying, ДК, Фурион. Первый скилл Луны обладает микростаном, а значит он может сбивать действия прерываемых способностей, таких как ульт Энигмы, ульт Вич-Доктора, ульт Кристал Мейден, ульт Бэйна и других. Луна неплохо комбинируется с Найтсталкером, так как под ультом Найтсталкера у нее постоянно большой радиус обзора. В свою очередь, Луна своим ультимейтом тоже включает для Найтсталкера ночь. Луна — один из самых эффективных фармеров больших стаков эншентов и самый эффективный среди рейнджевых героев, поэтому никогда не игнорируйте возможность стакать и фармить эншентов за Луну. Луна достаточно специфический персонаж. У нее много врагов, и игра за нее непроста. Однако в умелых руках она превращается в страшное оружие. Удачи!